Разбираем Bigodi Extreme. Материала набралось аж на 20 минут. Но это не все. Не мог же я без своего мнения оставить этот колесик, тем более, что на нем удалось покататься. Поэтому все по порядку. Приветствую, это канал Акадрифт. У нас все еще зима. Не страшно представить, но этот экстрим приехал к нам 2 месяца назад. Время летит, но вот только дошли руки заняться этим видео. Как вы, наверное, знаете, весной появился ветеран Паттон, который неожиданно наделал много шума, я его называю батоном. И не было до этого никакого энтузиазма по колесам в таком размере. Ну, то есть с 12-дюймовым ободом, который весит 40 килограмм. Шестнашка, это ж несерьезно, это подскок. И от батона никто ничего не ждал. Но колесо взорвало рынок. Ключевым отличием стала рекордная на тот момент тяга с низов и работающая из коробки подвеска. И, конечно, конкурентам срочно понадобилось чем-то ответить. Kingsong решил представить S19, что как-то совсем не в тему, но чуть позже у них дошли руки и до S16. InMotion предложил аналог в виде V14, а Bigodi, как обычно, раздвоился. Сначала появился Extreme Bull Commander Mini, и тут же следом был объявлен Bigodi Extreme. Commander Mini в целом не показал ничего выдающегося, так как двигатель даже близко не мог похвастаться бешеной тягой, сравнимой с батоном. Я это колесо не видел. А вот в Extreme заявлен двигатель аналогичный X30, но только с меньшим ободом 12 дюймов. Такой вариант должен дать достойный ответ батону. Но мое мнение, что несмотря на все эти попытки, уж слишком большой временной лаг отделял выход Pаттон от конкурентов, бросившихся его догонять. Прошло по факту более чем полгода, и в итоге лидером сегмента, или еще иначе королем здесь, так и остается Pаттон. Потому что конкуренты не смогли сделать что-то заметно лучше, чтобы могло создать тот же вау-эффект, что и батон в свое время, и все бы бросились пересаживаться на это колесо. Произошло просто наполнение ниш для поклонников той или иной марки. Кто-то очень ждал вариант от InMotion, кто-то от Bigodi. Но еще не успели райдеры получить первые коммерческие партии этих моделей, как ветеран выкатил Lynx. Колесо в том же весе 40 килограмм, но на 14-дюймовом ободе, то есть в самом народном размере, особенно любимым тяжелыми и крупными райдерами. Это даже забавно, как снова весь рынок перевернулся, и весь хайп по мощным колесам на 12-дюймовом ободе растворился. Bigodi уже объявил ET Max, как ответ Lynx, но там 50 килограмм, короче, сражение не на жизнь. Ладно, возвращаюсь к экстриму. В комплекте идет обвес, причем он не просто клеится, но еще и прикручивается винтиками. В комплекте к колесу шла еще запасная пружина большей жесткости. Это не тестовое колесо, и владельцы этого экземпляра так жадно накинулись на свою покупку, что я даже не успел ни снять, ни сфоткать, что там было. Покрышка та же, что на батоне. По идее, внешний диаметр там также должен быть чуть больше 18 дюймов. В комплекте было какое-то зарядное устройство, которое опять же не попало в объектив камеры, и единственное, чем могу похвастаться, это тем, что я успел взвесить колесо без подушек. 38,8 килограмм. Меньше чем 40 килограмм, но совсем незначительно. Это никак не ощущается. Мне понравилась телескопическая ручка, а вот передняя скоба — это ужас. Металл, который при падении сразу покоцается. Ручка зачем-то загнута назад, что крайне неудобно. Она тонкая, подножка есть, но скорее для галочки. Свет, колонки и прочее подробнее смотрите в предыдущем видео, где об этом рассказывал Сергей. Я не буду повторяться. На колесе мы успели прокатиться в первый же день, пока стояла холодная, но еще сухая погода. Я поездил на родных подушках в наколенниках Lead. И удивительно, но меня в целом подушки эти устроили. Я думаю, что к ним можно было бы легко привыкнуть. Единственный недостаток, который я отметил, это задние упоры для торможения. Они маленькие, угловатые и неудобные. Покрышка та же, что на батоне, поэтому сравнение было очень понятным. С родным обвесом в режиме оффроуд мне показалось, что Extreme требует чуточку больше усилий на ускорении и заметно больше усилий на торможении. Затем родные подушки сняли и повесили панели, которые стояли на T4. Конечно, стало намного комфортнее, потому что подушки были намного мягче, и тормозить стало удобней. Я еще немного поездил и перестал ощущать разницу с батоном. Колесо точно так же отлично ускоряется и без лишних усилий тормозит. Даже алгоритмы мне показались чем-то схожими, так как Extreme немного опускал педали на ускорение и приподнимал на торможение. И все было бы отлично, я бы даже сказал, что колесо мне очень понравилось, если бы не подвеска. Она просто замерзла. Вернее, замерзло масло в демпфере. В итоге отскок получился очень эстонским. Хотя это добавило невероятной мягкости на съезде с лесенки. Правда, подвеска при этом также невероятно легко пробивалась, так как на каждой ступеньке подвеска опускалась все ниже и ниже, и не успевала вернуться обратно. Меня удивило то, что нельзя выкрутить демпфер отскока так, чтобы он не влиял. То есть даже на минимальном значении он довольно хорошо ощущается. Это мешает прыгать, подпрыгивать так же легко, как на батоне. Удивил, конечно, еще и то, что подвеска непривычно мягко работала, никакого грохота и посторонних звуков, как это обычно на колесах Bigodi.
Преимущество от увеличенного хода подвески я тоже не ощутил. Возможно, надо было поездить подольше, подальше и в теплую погоду. Сидя я, конечно, тоже попробовал. Это легко и приятно. А теперь переходим к главной части. Это разборка. Килька навесила здесь всяких панелей, надо их оторвать. Велкро это и не было, это приклеили. Интересно посмотреть стойку. Здесь крепления все такие же, как обычно. Педали такие мы видели на X30. Что-то еще интересного. Резинки 2 штуки. Снизу там 2 резинки тоже стоят. На батарейках с торца с завода приклеены пенки. Это не мы клеили. Это все было. Поставили колесо на торец и откручиваем верхнюю крышку. Сняли верхнюю накладку, легко снимается без проблем. Откручиваем крышку. По-хорошему бы еще ручку снять, эту переднюю. Крышка снова какого-то нового образца. Немножко по-другому расположены винты. Пытаемся снять. Переднюю ручку все равно придется снять, мешает она вытащить крышку. И фару тоже нужно ослабить, а лучше открутить. О, крышка выползла. Нужно было открутить все винты. Ручку надо было открутить, но кабель фары нам здесь мешает саму ручку снять, поэтому мы ее просто отодвигаем. Здесь у нас, похоже, новая плата сопряжения батарей, коннекторы новые. Сейчас будем разбираться, как все это устроено. На колесе успели поездить, и оно немножко пыльное. Это усложняет процесс разборки, не так приятно. Скобу, переднюю ручку мы все-таки убрали, вот здесь фара одна осталась. На видео не попала. Ну, там ничего сложного не было. Крышка, внутренняя часть. Посмотрели мы на всю эту красоту и решили все-таки снять ручку. Хотя на самом деле надо было, наверное, с нее и начинать. У Анатолия лень — это двигатель, его прогресс. Моноколесо само по себе для ленивых. Ручка совершенно стандартная, как на всех бигоде такого типа. Ничего нового. Контроллер вызывает зевоту у Анатолия. Очень скучное колесо, но зато ездит. Отключаем аккумулятор. Сначала общий коннектор. Обесточиваем. И отключаем все остальное. Коннекторы XT90i с 2 дополнительными контактами. Ну, как на Kingsong, на InMotion. Точнее, XT90 плюс 2F. Так, откручиваем плату сопряжения аккумуляторов. А это у нас здесь вот это вот разъемчик от зарядного порта. Такой маленький. Надо теперь это. Ух ты. А плата сопряжения у нас теперь сделана бутербродом. Надо больше плат. 4 предохранителя. Вот эти вот, да. По 40 ампер. Это у нас на разряд. И где-то еще здесь. И вот здесь вот у нас один предохранитель 15 ампер. Это у нас на порт зарядки. Это у нас нижняя плата. Стоит процессор STM32. Распаяна дополнительная колодка, как под Bluetooth модуль. И, соответственно, есть контур, который у нас понижает питание. Скорее всего, этот порт для того, чтобы прошивать. Что прошивать, непонятно, но у меня есть предположение, что это BMS. Еще здесь 6 светодиодов для какой-то индикации. Как все это работает, не знаю, но бигоди молодцы. Всего тут накрутили, навертели, усложнили. Надеюсь, что это положительно скажется на надежности. Мелких поломок, возможно, станет, конечно, больше, но в плане безопасности аккумулятора должно стать, по идее, лучше, если они, конечно, с прошивкой не накосячили. Верхняя плата. Этот предохранитель плохо пропаян, сказал начальник нашего сервисного отдела. Разъем поменяли не просто так, все 4 контакта заняты, используются явно для работы Smart BMS. Так, а теперь нам очень хочется оторвать экран. Хрусь. 4 контактная группа, 8-пиновая. Новая технология, Slim версия дисплея от Bigodi. Тоненький, выглядит стильно.
Сюрприз! Какая-то микросхема. Даже все залачено, а не только заклеено. Классно. А самое интересное, что в плате в этой дисплейной используется только вот эта колодка, только 4 контакта из 8, а все остальные пустые. Они используются просто для того, чтобы крепить этот дисплей. Так, традиционная оценка качества уплотнителя контроллера Bigodi. Мягкий силиконовый уплотнитель, и у нас здесь все достаточно аккуратно уложено, он нигде не перегнут, не пережат. А нет, все равно мы нашли. Ну чуть-чуть. Вот здесь вот, где темно и ничего не видно, там было немножко было пережато. О, так видно. Вот здесь вот снизу, о, вот так вот хорошо видно. Все, не трогай. И так хорошо видно, что она заломлена. Вот же видно. Вот здесь мы нашли небольшой залом, то есть все-таки не совсем идеально. Да. Спасибо, небольшая оплошность, все-таки это лучше, чем было раньше на Т4 и так далее. Стараются. Отключаем все разъемы периферии и будем вытаскивать контроллер. Так, решили просто открутить, не снимая фазные провода. Анатолий говорит, что они вообще не снимаются. Прикипели. Контроллер снялся целиком у нас. Все. Так, это верхняя плата отдельно. Осталось понять, какие тут у нас на нижней плате стоят феты. На нижней плате также у нас тут присутствуют шины для усиления цепей питания. Здесь вот у нас рядом с фазой шунты. И вновь вернулся самовосстанавливающийся предохранитель, который у некоторых пользователей перегорал. Аккуратно распаянная керамика, не колхозно, как на мастерах раньше было. Так, 24 фета. Маркировка у них напишу текстом. Ну а так в основном стандартный контроллер. Какие-то изменения есть, но в целом они небольшие. Фазные коннекторы все-таки можно снять. Главное делать это аккуратно. Трансформатор пониже, но более массивный. И тут рядом на плате над трансформатором еще и дополнительный синенький разъем 12-вольтовый выведен. Видимо, эта плата универсальная, сразу на всю серию новых контроллеров, как обычно Bigodi любит делать. Под подложкой под нижнюю плату контроллера фрезерован кабель-канал. Он у нас здесь вот, и можно его тоже увидеть, от него след такой горизонтальный. Он у нас находится прямо под транзисторами. Я не думаю, что это может на что-то повлиять, но просто интересная конструктивная особенность. Могли кабель-канал куда-нибудь сместить, чтобы он не был прямо под транзисторами куда-нибудь в сторону, но оставили как есть. Конечно, основание под контроллер окрашено, так что теплоотвод будет такой, средней паршивости. Еще, естественно, теплоотводу мешают пузыри вот эти, которые у нас здесь образовались. Так что на фоне этих пузырей, окрашенного основания, Этот кабель-канал никакого существенного влияния оказывать не будет. батарейный провод, и здесь даже видно, добавились провода TX и RX для общения со Smart BMS. Откручиваем кабель двигателя и вытаскиваем кабель. Так, кабель вытаскивался сложно, но все-таки вытащился. Как потом засовывать, я не знаю. И снимаем батареи. Так, сразу попытаемся освободить еще и кабель от батареи. Уплотнители очень хорошие. Коннекторы не под размер этих уплотнителей. Один аккумулятор готов. Ну, в смысле, мы его сняли. Аккумулятор отдельно. Тут ничего интересного. Полностью металлический. Нет у нас этой ребристости. Здесь неопрен, он жесткий. Сложно проминается. Ну, тоже да, хорошо. Дополнительная защита. Кстати, кабель теперь выведен ближе к двигателю. То есть, если раньше у нас был снаружи, то теперь он у нас идет с другой стороны, вот здесь вдоль двигателя. Кронштейн крепления педали здесь новый. Вроде бы он покороче, то есть не торчит так сильно вниз.
И все-таки мы решили снять педаль. Чтобы открутить мотор, вам нужно снять кронштейн, а педаль перекрывает доступ к кронштейну, поэтому все-таки придется педаль откручивать. Кронштейн интересной формы. Откручиваем все, что находится в этих отверстиях, что в доступе. У нас, короче, кронштейн выпал, но мы его на место поставили, чтобы показать, как он снимался. Кронштейн. Он прикручен так, что винт проходит прямо насквозь трубу. Здесь внутри вкладыш, который у нас немножко сместился вверх. Здесь 4 винта проходило насквозь трубу. Так, пытаемся достать вкладыш. Ага. Вот такой вот вкладыш здесь мощный. И здесь у нас фиксируется пружина. То есть она теперь не будет у нас прыгать и дребезжать. Здорово. Конструктив интересный. Пружина коротенькая, но ее достаточно, чтобы дать первоначальный импульс ручки. Так, традиционно надо пошурудить пружинку. Конструкция, конечно, хорошая. Здесь увеличена надежность. Но придется снимать педаль, откручивать кронштейн, чтобы добраться до винтов, которыми у нас прикручен двигатель. Мы не вернули все немножко назад. Значит, что нам нужно? Нам сначала нужно было открутить 4 винта, которыми прикручены батарейки перемычки нижней. Сначала надо было, естественно, снять педаль. Потом открутить 4 винта внутри вот этого кронштейна, чтобы освободить кронштейн от трубы. И тогда у нас снимается вот эта деталь, собранная из двух, из перемычки и кронштейна. Кронштейн от перемычки откручивать не нужно. Мы просто снимаем сразу обе эти детали в сборе единой конструкции. И дальше получаем доступ к винтам, которыми у нас прикручен двигатель. Да, у нас получилась более надежная и продуманная конструкция. То есть кронштейн держится здесь лучше. Он здесь фиксируется за трубу. И есть внутри дополнительная еще вставочка. Но двигатель будет извлекать немножко сложнее. Надо это понимать. Хорошо или плохо, решать вам. Здесь у нас на кронштейне, здесь вот демпферы, и они туда впрессованы. Мы их даже не смогли вытащить. Они не просто приклеены, а прям впрессованы наглухо. Конструкция стала получше. Ну, собственно, это и чувствуется, что подвеска и пробивается мягче. То есть эти два демпфера у нас получаются на отбой. И за счет этого достигается дополнительная мягкость. Даже если у вас демпфер откручен полностью в амортизаторе, то вот эти дополнительные резинки, они смягчают отбой. Подвеска будет работать помягче. Конструктивно есть очень много плюсов в сравнении с предыдущими конструкциями. По-хорошему надо было сразу снять батареи, чтобы они нам не мешали. Но нас почему-то потянуло разобраться, как устроен кронштейн. А теперь мы будем снимать все оставшиеся аккумуляторы. Здесь, пока мы теребонькали фару, выскочил провод, оторвался герметик. Так что будьте внимательны. Мы не будем больше вытаскивать эти коннекторы из уплотнителя. Это очень сложно. Снимем все целиком. Кстати, это колесо еще пойдет на гидроизоляцию. Но я снимать это уже не буду. И не разрешили снимать. Я пойду в угол поплачу. И остался маленький провод через прокладку. Это как раз на колонку. И он очень сильно мешает. И этот кабель обжат уже после того, как его протянули. Потому что в зазор он просто не пройдет. Вот это жесть. Мы его обожмем. А может и не будем. Кому нужна эта колонка? Убираем лишнее со стола. А просто так не получилось выкрутить. Винт при выкручивании упирается в трубу. А чтобы трубу сместить вверх, надо будет освободить амортизатор, потому что у нас сейчас ход трубы ограничен уже непосредственно амортизатором. И поэтому мы освобождаем одну проушину амортизатора, чтобы подвеску можно было сдвинуть вверх. Кстати, интересно, забыл совсем рассказать, что рычаги у нас здесь не как в последних мастерах, там так называемый flexible, да, где у нас можно было поменять геометрию. Здесь рычаги с одним положением. Зато в комплекте две разные пружины. То есть можно поменять жесткость, просто поменяв пружину.
А с этой стороны у нас кронштейн не откручивается. Пошло. Ну, кстати, все винты здесь, в этом узле амортизатора, прикручены с фиксатором резьбы. Это хорошо. Но выкручиваться могут достаточно тяжело. Ну, про что я говорил, то, что она сейчас дергается. Мы когда откручивали, подвеска была в преднатяжении из-за пружины, поэтому когда от кронштейна откручивался он тяжело. Подвеска немножко сдвинулась. После того, как мы открутили второй кронштейн, подвеска у нас расслабилась, и мы смогли выбить винт нижней проушины пружины. До этого там был преднатяг, и мы не могли освободить амортизатор. Все, освободили, теперь у нас подвеска может сдвигаться. Мы переместились на пол для удобства, вот, и теперь можно целиком можно снять. Мы снять целиком не можем, вот здесь сверху что-то мешает, видимо, башенки, которые у нас трутся по трубам. О, вылезло. Непонятно, что там ее держало, надо было просто немножко поменять угол. Так, у нас получился двигатель со штанами отдельно. Так, откручиваем фиксатор кабеля и откручиваем направляющие от двигателя. Конструкция здесь сильно поменялась. Все у нас направляющая как бы так сдвинута вверх. Если раньше она у нас была до непосредственно ступица и закрывала ступицу, то теперь она заканчивается раньше ступицы, что позволило укоротить кронштейн, чтобы он не свисал так вниз, как это было раньше. Непонятно, правда, насколько это повлияло на надежность, потому что здесь у нас получается такое узкое место, это вот этот вот уголок вот здесь. Раньше была массивная деталь, которая крепилась, а теперь Анатолий считает, что на надежность это никак не повлияло. Проставочка похожа, как была раньше тоже. Волосы это мы где-то на дороге накрутили. Болты вот эти с фиксатором, но без гровера. Здесь на крыле, на вот этой металлической части полукрыля, здесь такие маленькие металлические швы, там где крыло изгибается. То есть если раньше это была просто согнутая пластина, здесь они ей попытались придать форму крыла с помощью вот этих вот разрезов, и потом они их заварили. Ну, для меня немножко удивительно, что в конструкции ничего не поменялось, те же самые башенки графита наполненные. Удивительно то, что подвеска прямо с завода работала достаточно мягко, необычно. Ничего не гремело, но, возможно, это как раз из-за добавленных резинок не было такого грохота. Но я думал, что там, может быть, в конструкции что-то поменяли, но нет. Здесь все как обычно, и при этом все с завода работало достаточно мягко. Да, здесь сверху тоже такой же башенка стоит. Здесь у нас также используется только 3 винта, потому что по 4-м винтом у нас проходит двигатель. Также у нас здесь стоит фиксирующий башенку винт установочный, который может поджимать башенку так, что он мешает двигаться трубе. То есть по конструкции принципиальных отличий я не вижу. В принципе, такие же трубы, та же самая голова по своему строению. Ну, возможно, что подвеска стала работать лучше за счет добавления вот этих новых отверстий и вставочек, которые делают подвеску более соосной. Может быть, за счет этого она двигается лучше. Все как обычно, по классике. Одна труба у них болтается, не прикручена, а вторая труба у них зафиксирована жестко. То есть, таким образом, не прикручивая одну трубу, они... Ну да, я понял. У них стандартно. Они одну трубу не прикручивают, чтобы просто эти трубы были соосны и подвеска работала. Потому что если ты затягиваешь, то трубы встают не параллельно друг дружке, и подвеска начинает закусывать. К сожалению, в этом смысле ничего не поменялось. Вот эта ось парафрезирована дополнительно, она здесь утончена по центру. Возможно, это нужно для того, чтобы, когда подвеска складывается максимально вниз, чтобы она не долбила по амортизатору. Мне еще нравится у амортизатора какая-то нестандартная вот эта вот гайка, которая у нас делает преднатяг. Как будто тоже самодельная. Просто насверлено много отверстий. Это интересно, сюда можно поставить любую отвертку и просто крутить, не имея какого-то специального ключа. Да, раз и все. Ну, короче, с помощью вот этой какой-то такой нестандартной гайки достаточно легко
ослабить гайку преднатяга просто подручными инструментами, не имея специального ключа велосипедного. Анатолию понравилось, как откручивается гайка. Нам все равно потом собирать, надо будет ослаблять, поэтому сразу открутим. Ну, соответственно, чтобы заменить пружину, нужно эту гайку открутить целиком. Сначала снимем вот эту джебельку нашу, в кавычках, прикручен наш на красный фиксатор. Места в джебельке внутри мало, поэтому винт прикручен буквально на 2 виточка. И чтобы это все не раскручивалось, они здесь используют красный фиксатор резьбы. Так что если вдруг вы снимете эту колоночку, то смотрите, надо хорошенько прикрутить, а то открутится у вас прямо на ходу. Пытаемся разобрать эту колонку. Мы пытались разобрать колонку, ну, сняли вот эти крышки, заглушки, вот, а дальше разобрать она не особо разбирается. Но я думаю, что это и никому не интересно. Заглушка, кстати, железная. Интересно, что с одной стороны у нас мембрана динамика, да, активная стоит, а с другой стороны пассивные мембраны почему-то они опять не поставили. Вообще не делают они выводов из предыдущих колонок. И разбираем одну сборочку, посмотрим, что там внутри. Возможно, там прозрачная термоусадка. Элементы внутри, судя по цвету, 50Е, а БМС-ку-то не особо-то и видно. Здесь у нас прозрачная термоусадка, а сверху еще они дополнительно какой-то этот кожух делают. С аккумулятора выходит 4 провода. Батарейный бокс защищен, как и у предыдущего бигуди, который мы разбирали, уже не помню, какую модель разбирали. Также там есть силиконовые прокладочки с торцов. Провода у нас заходят в корыто контроллера снизу, и здесь все загермечено. Насколько это хорошо загермечено, это сложно сказать. Выглядит вроде прилично. Поинтересовался у начальника сервисного центра, он сказал, что вроде бы хорошо загерметизировано. В любом случае, при гидроизоляции здесь еще дополнительно будет слой компаунда, поэтому ничего не протечет. И с обратной стороны оголовья у нас находится бипер, пищалка. И он ничем не защищен от внешней среды. И у нас остается двигатель. Разбираем двигатель. По идее, тот же самый двигатель, что у EX30, только на 12-м ободе. Двигатель такой же, как на EX30. Как можно посмотреть на мотке. Здесь качество намотки, если кому-то это важно. Обратная сторона. Ну, в целом и так было понятно, что двигатель как у X30, но делаем контрольно-замер 35 мм статор. По центру обратный датчик холла у нас здесь каким-то клеем замазан или измазан. Такое ощущение, что они его здесь клеили, переклеивали. В общем, это место выглядит не очень аккуратно. Тут прям не зачет производителя. Ну и магнита 40 мм, как и ожидалось. В колесе много каких-то маленьких и неочевидных нюансов. Но Дмитрий, Player One, посоветовал для облегчения процессора разборки открутить направляющие трубы непосредственно от оголовья колеса. Там они держатся на 3 винтах. Также надо открутить батареи от перемычек снизу. И дальше трубы можно просто вытащить из слайдеров вниз вместе с педалями и кронштейнами. По идее, это должно упростить доступ к двигателю для смены покрышки. Также в конструкции подвески видны были то ли следы смазки, то ли что-то еще. Возможно, на заводе чем-то прыснули в башенке, чтобы подвеска мягче ходила. Мы поездили совсем немного, и видно было, что в конструкцию уже попала пыль. Ну, то есть очевидно, что в заводском варианте эта подвеска отлично работать будет не так долго, как хотелось бы, особенно если погода будет далека от идеальной. По гидроизоляции, увы, но даже такие защищенные двигатели, как у EX30, протекают. В сервис попадало несколько таких колес.
Протекают и двигатели S22 Pro и все другие. Мое мнение, что проблема кроется в отсутствии сапуна для компенсации давления. Двигатель нагревается, охлаждается, несмотря на все сальники, все равно подсасывает влагу. Также не стоит забывать про качество сборки. Так случилось, что на Батоне мы меняли двигатель. Он был новый, не разбирали, но позже оказалось, что и он протек. Но не через подшипник, а через стык обода и боковой крышки. С завода был плохо нанесен герметик. Через какую-то микроскопическую щель двигатель набрал влагу. Совсем немного, но красоты внутри это точно не добавило. Так что как минимум все надо перебирать и добавлять смазки, чтобы быть более-менее уверенным в своем моноколесе. А еще лучше сразу задуматься о гидроизоляции. В сравнении с конкурентами. Батон из коробки нормально работает, но у Батона нет Smart BMS, а еще Батон очень не любит экстренное торможение на полной батарейке. На самом деле это вообще все батареи не любят, но только ветераны в такой ситуации могут уронить пользователя на пятую точку. В прошивке этот момент учтен, колесо предупреждает как может пользователя о высоком напряжении, но не всегда есть возможность и время среагировать на эти предупреждения. С другой стороны, у Bigodi первая Smart BMS, это круто, но как у нее с автоматической защитой, не очень понятно. То есть главное тут не лениться и самому следить периодически за состоянием аккумулятора через приложение, чтобы не проспать разбалансировку элементов или еще какую-то проблему. Естественно, та же ситуация со Smart BMS и у Veteran Lynx. V14 я не тестировал, они только приехали, я его сам даже не видел, но по спецификациям и первым отзывам с тягой вроде бы у V14 очень все неплохо. Но до Батона и Extreme он не дотягивает. Хотя для езды по грунту я не знаю, зачем нужна такая избыточная тяга. Чтобы колесо постоянно шлифовало и грызло землю, ну такое себе. В V14 займусь только когда завершу историю с Kingsong S16. А что по S16? Ну, там разница примерно пропасть по тяге. S16 ощутимо слабее на низах. При этом стоит покрышка меньшего размера. Колесо в другой лиге. Его корректнее сравнивать с T4 из первых партий, но никак не с Extreme. Еще хотел добавить, что на Extreme доступно несколько прошивок. И есть прошивка под высокотоковые элементы, которая позволяет развивать до 300 ампер на фазах. Я сам не пробовал, но пользователи говорят, что в таком варианте Extreme по тяге просто рвет горы. Выводы. Bigodi не стоит на месте, постоянно пытается что-то добавить и улучшить, но при этом продолжает распыляться на множество разных новых моделей, забрасывая старое. Это очень неудобно и непонятно для пользователей. Но поклонники марки, естественно, будут довольны новой моделью и будут рассказывать, что это очень хорошее колесо. И дальше у меня по планам следующих видео Kingsong S16, InMotion V11Y и, конечно, покататься, наслаждаясь снежной, красивой погодой. Удачи на дорогах! У Bigodi на 5:30.